Данил, привет, как у тебя дела и как ты оцениваешь свое начало хардкор сезона? Ну, по результату ужасно, но тут как бы всегда нужно смотреть и на позитивные, и на негативные стороны. Если говорить про позитивные, то я в принципе хорошо играл в теннис в Вашингтоне. Просто, ну, суть в том, что, да, когда ты играешь на быстром хардкорте, если у тебя есть брейкпоинт, его надо стараться использовать, и часто из-за этого может складываться матч, поэтому проигрыш был очень обидный, очень, скажем так, разочаровывающий, но в этом прелесть тенниса, что через 2 дня уже следующий турнир, и приходится, как бы ты, может, я даже хотел бы продолжать думать про этот проигрыш, но выбора нет, уже завтра следующий матч, поэтому приходится думать про турнир в Торонто. Я вижу, что на этих кортах я могу очень хорошо играть, поэтому это то, что я попробую сделать в Торонто. И раньше ты уже хорошо выступил в Канаде. Да, мне нравится американская серия, и особенно, опять же, когда, то есть в прошлом, позапрошлом году, не считая Цинциннати, корты медленные были, в Канаде особенно, в Вашингтоне я не играл. Сейчас они здесь быстрые, поэтому, как я и говорю, мне очень нравится на тренировках, все подходит, нужно выигрывать матчи, потому что в теннисе это самое главное, ты можешь играть как хочешь хорошо, как хочешь плохо, главное выигрывать матчи. В Вашингтоне была сильная жара, и здесь в Торонто не легче. Как ты себя чувствуешь в таких условиях и как стараешься с ними справляться? Ну, жара тяжело для всех, и вообще, вот я, кстати, как раз-таки в Вашингтоне мы про это думали. Сколько вообще видов спорта играет вот такую жару, где как бы, ну, кардио задействуется. И, в принципе, наверное, немного. То есть футбол обычно не играет такую жару. Вот сейчас был чемпионат мира, они играли. Так обычно они играют все-таки осень-весна. То есть так думали, ну какие-то виды спорта нашли, я уже даже не помню какие, но их мало, действительно. А теннис, начиная в принципе с Австралии, там может быть всегда 35 градусов. И это тяжело, всем тяжело. Вот когда мы играли с Мутетом, а Мутет в принципе, как мне кажется, один из самых сильных физически в туре, плюс он маленький, обычно когда ты маленький, тебе легче как бы с этим справляться. И ему было так же тяжело, как и мне. Сейчас на тренировках всем было тяжело, но здесь все равно легче, чем в Вашингтоне, поэтому здесь чуть-чуть приятнее. А чем жара в Северной Америке отличается от той, с которой ты сталкиваешься в других местах тура? Ну, если уж честно, не прямо она сильно отличается. Здесь еще очень влажно, но у меня иногда складывается ощущение, что в принципе влажно я люблю больше, чем вот сухую жару. Но оно зависит и от результатов турнира. Иногда ты где-то выигрываешь жару турнир и думаешь, не так и жарко было. Ну, конечно, потому что ты выиграл. Когда ты проигрываешь в первом круге, ты думаешь, жара стояла страшная, я вообще не мог ходить, не мог бегать. На Умблдоне у меня так было. Четвертый сет, у меня просто уже перед глазами плыло все. При этом кто-то играл 5 сетов и было нормально, хотя жара была страшная. Поэтому ничем не отличается, влажнее, но это не значит, что это как-то хуже или лучше. Есть ли у тебя конкретные цели или пожелания на этот хардкор сезон? Именно в том, как ты хочешь играть? Ну, цели тяжело конкретные ставить. Понятное дело, хочется... Вот как бы часто задача стоит, хочется хорошо играть, и за счет этого, как бы, ну, я знаю, что будут победы в матчах, но при этом, как я и говорю, то есть, в принципе, я в Вашингтоне играл неплохо, но, может быть, какие-то розыгрыши мог сыграть лучше, и за счет этого проиграл матч. Поэтому цель постараться вот продолжать выжимать из себя максимум. Другого выхода нет. Это главная цель. А остальное результаты, они придут вместе с этим. То есть продолжать стараться делать максимум, и, может быть, даже больше, чем я делаю сейчас. Твой первый соперник– молодой игрок, для которого это дебют на Мастерзе. Что ты о нем знаешь? Если честно, знаю очень мало, поэтому посмотрю сегодня какие-то матчи, может, тренеры тоже подскажут. Знаю мало, поэтому как бы сказать нечего, но игрок хороший, 120, это хороший рейтинг, 22 года. Это как бы такой рейтинг, что там в 24 года ты можешь стоять топ-30, а можешь стоять и хуже, это уже никогда не известно. Это, опять же, почему многие любят теннис как вид спорта, а кто-то ненавидит, потому что, тяжелый вид спорта. Но он сегодня хорошую победу одержал над Блоксом, поэтому буду ожидать тяжелого матча и, главное, показать хороший теннис. В чем история твоей особенной синей ракетки для US Open? Это сделали для меня и для Иги, потому что мы выигрывали US Open в 2021-2022 году, и Технофабер решил сделать такой ход. То есть синяя ракетка, US Open, это часто такие синие цвета. Круто, нам сразу очень понравилось. Еще вот я не знаю, Ига, будет ли она использовать виброгаситель. Мне виброгаситель понравился, он с огнем. И на ракетке плюс написано 21-22 год. Это когда мы выиграли, я выиграл, и Ига выиграла на следующий год. Поэтому прикольная история, красивая ракетка. И как бы
играет она тоже нормально, но надо мне теперь лучше ей играть. Последний вопрос. Вчера ты был на концерте The Weeknd. Понравилось тебе? Круто было. Я был уже в Ницце, и, в принципе, то есть у меня нет мало, ну, наверное, в музыке людей, от которых я бы прям фанател, их мало. Они есть, и в основном это больше идет из детства. Но если говорить про сейчас, то Weeknd, Адель. На Адель я бы тоже мечтал попасть, но она в прошлом году выступала, когда Олимпиада была. У меня жена попала, сказала, что было нереально круто. И на Weeknd очень круто. Мы были при этом я, Андрей и Карен. Было очень весело, шоу нереальное, поет он круто, поэтому только хорошие эмоции. Но физически, конечно, тяжело сегодня после концерта немножко. Мы так с друг другом увиделись, я еще знаю, что Каспер был, и физически сегодня, особенно в эту жару, легли все, конечно, поздно, было тяжело немного. Удачи, спасибо. Спасибо.